Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. И сидела королева у куста роз. Все его ветки были черными, и собирала королева сухие пожухшие листья. Загляделась она на ветку и уколола шипом палец. Упало 3 капли крови на снег. А красное на белом снегу выглядело так красиво, что она обратилась к небу и промолвила: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как ветки этого куста роз». Родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, щеки, как кровь, румяны, и такая черноволосая, как ветки того куста. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая, надменная, алчная, и она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце, и когда становилась она перед ним и глядела с него, то спрашивала: «Зеркальце, зеркальце, на свете кто всех красивее во всей стране?» И зеркало отвечало: «Вы всех, королева, красивее в стране». И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивей. И когда ей исполнилось 16 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Всем привет, вы на канале Лис Юган, меня зовут Ксюша, и мы с вами начинаем играть в династию Дисней, первое поколение Белоснежка. Белоснежка только что вернулась с учебы, и она хочет скушать. Голодная она у нас. Сейчас она перекусит. Мы с вами поправим некоторые потребности, и я думаю... Почему у нас полка лежит на полу? Что это за баг такой? Ладно, неважно. И начнем делать домашнее задание с ней. Также нам дали проект. Не знаю, успеем мы сегодня его сделать или нет, но в случае чего... будем иметь в виду, что он у нас есть. Если вы впервые зашли на канал, кликнули на это видео, удивляетесь, почему Белоснежка живет в доме еще таком нормальном, почему она вообще ходит в школу и так далее и тому подобное, то я советую пройти по подсказке, которая сейчас должна была высветиться, и посмотреть каст, в котором я рассказываю, что ждать от данной династии и вообще какие задумки. Так, мачеха наша сидит за компьютером. Что-то она там... Что она хоть делает-то? Флудит на форумах. Ну, почему я не удивлена? Это женщина, которая готова делать любым пакости. Так, давайте... А ты так и не покушала. Вот это печально. Давайте мы сейчас за мачеху подойдем к Белоснежке и скажем ей, что она сегодня планирует провести вечер, придет много гостей. Придет много гостей, и нужно будет, чтобы она сыграла, поскольку Белоснежка у нас владеет аж 3 инструментами: скрипкой, гитарой и фортепиано. Пусть она сыграет для гостей, приоденется, это будет официальный какой-то вечер. Так, и давайте пригрозим, чтобы она не опозорилась ни в коем случае. Вот, и не подвела ее. Типа сыграть что-нибудь хорошее, чтобы всем понравилось. Вот, и чтобы оделась хорошо, тоже не забудь. А то оденешься, как не знаю кто. Будет мне за тебя стыдно. Как вы видите, у них такие отношения то в плюс, то в минус. В принципе, мачеха ее очень сильно ограничивает. У Белоснежки нет особых друзей. Самая главная подруга — это у нас Дворецкий.
я не знаю просто, как сказать, женская, это Виктория, которая сейчас спит, она всю ночь бодрствовала и решила пойти спать. Нормально. Так, как всегда, она идет за компьютер, вот как только его поставили, она от него не отходит. Она никуда ее не упускает, кроме школы, не с кем ей дружить особо. И тут, когда Белоснежке сказали такое... Да, к сожалению, постоянный гнет у нас здесь, поскольку будет вечер, и мачеха будет занята, будет очень много гостей, среди которых можно затеряться. Белоснежка после своего выступления, по идее, должна будет пойти спать. Но сегодня в школе сказали, что в одном из клубов будет проходить открытый концерт местной группы. И Белоснежка очень хочет посмотреть, потому что это бесплатно, никто не будет спрашивать, сколько ей лет. Она надеется на то, что ее пропустят. Я думаю, что как раз-таки, когда мы отыграем, можно будет... Ты хочешь кушать? Ох, ну пойди что-нибудь быстренько перекуси. Горошку вон перекуси, да? Господи, эти голосования, которые пришли, аж бесят. Так, давайте запланируем общественное мероприятие. Просто какую-нибудь домашнюю вечеринку. Ну, так. Без цели, естественно, нам цель не нужна. И пригласим, значит, организатор Эмили. И пригласим всех, кто у нас есть. Боже мой. В экологичной жизни какой-то кошмар происходит. Даже Стив какого-то черта. Так, Виктор, Юмико. Так. Так, исполнителей нам не надо, у нас есть Белоснежка для этого, бара у нас нет. И, ну, давайте кого-нибудь наймем, потому что как-то Дворецкий плохо работает, если честно, в этой игре. Да, конечно же, у нас в доме. Так, мы, естественно, переоденемся. Сменим одежду на что-то более официальное. Давайте вот на это. Так, Белоснежка у нас все. Так, она у нас кушает. Это хорошо. И давайте ждать гостей. Сейчас мы переоденемся и пойдем вниз. Включим пока что музыку, которая здесь есть. Какого-нибудь... Легкая музыка пусть будет. Так, идет у нас специалист по готовке. Снежка все еще не может отойти. Так, никуда не иди. Пусть она пока что разминается, как бы, да, учится вот. Пока идут к нам гости. Что? Так, это, по-моему, наш батя. Нет, извините, но никаких бать. Нет, положи, что ж ты творишь? Что ж ты творишь? Ой, как кошмар. Так, давайте уберем, сейчас положим в багаж. Положим в багаж, потому что нам это будет мешать. Сюда запихнем. Вот, все, у нас освободилось место. Теперь могут спокойно гости приходить. Так, идут. Или не идут еще? Что происходит? Так, давайте пока что воспользуемся туалетом. И есть же где готовить? Дворецкий-то готовит у нас. Вот, свободный, вот. Чё вам не нравится? За что? Почему? И они все придут с этими коробками? Черт! Ну затем. Вот все, вроде у меня получилось убрать эти. Я просто зашла в создание персонажа другого. Какого-то черта какой-то мальчик тут делает маленький. Но это не суть важно. Я надеюсь, что она продолжает разыгрываться. Давайте поблагодарим за посещение, естественно. А где все остальные?
Нет, они все прутся с коробками. Так. Я вижу, идет Стив. Стив это, так скажем, нынешний молодой человек Эмили. Он поддерживает все взгляды, идеи, несмотря на то, что она проявила свою, как бы скажем, сущность, личность свою. Так, поблагодарим тоже за посещение. Какую-нибудь романтику к ним там заключим в объятия, поцелуем. Ага, да, еще предложений не хватало. Нет, мы больше замуж пока что не собираемся. Так, и что ты на нее так смотришь? Не флиртуй с ним. Так. Также давай поблагодарим за посещение. Кто это? Блин, вот плохо, что оно... Я убрала наверху, чтобы не было никаких отражений. Там пломбона, например. Но теперь я не могу посмотреть, как их зовут. Но не суть важно. Гости по чуть-чуть подходят. Ух ты, у нас есть тортик. Тортик нам притащили. Кто это такая? Это тоже наш гость? Поблагодарить за посещение, серьезно. Ну, как-то она одета, конечно, непрезентабельно, непрезентабельно. Все хотя бы старались более-менее одеться, а она как-то не очень. Не очень. Так, ты продолжаешь играть, заниматься? Да, она продолжает играть. А вообще она уже очень хочет спать, но мы никак не можем идти спать. Господи, дерутся. Боже ж ты мой. Какой кошмар. Мы не видим этого. Забудем, забудем. Забудем. Так, Белоснежка у нас спустилась вниз. Что-то... Нет, никаких готовить. Забудь даже об этом. Возьми кусочек, покушай. Я думаю, что она может со всеми там поприветствовать дружески, пообщаться. Она не знает... Ну, особо она с гостями не знакома обычно, но я думаю, что ничего страшного, если мы там вот поговорим с ним. Единственный, с кем она знакома более-менее, это Стив, но потому что он часто, довольно-таки часто приходит к Эмили, и, естественно, иногда такой типа: ой, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да и тоже поблагодарим за посещение, типа, рада, что вы пришли. Она добрая, она не может, даже если там делают какую-то пакость люди, как-то на них злиться. Думаю, что мы можем выключить и сыграть какой-нибудь концерт. Да, давай. Чтобы там к нам кто-нибудь подошел и там похлопал, послушали гости. Именно для этого, собственно говоря, мы принарядились и до сих пор не спим. Какой ты кошмарный концерт играешь. Давай ты что-нибудь будешь играть веселое. А не такое. Ну, Стив пришел послушать. Кошмар. Какой-то мальчик пришел послушать. С кем он пришел, непонятно. Сыграй еще что-нибудь. Только вот давай вот не такое. Что-нибудь повеселее. Она странные вещи играет. Я отвечаю, что произошло. Давай споем какую-нибудь песенку. Поп-музыка. Завтра уже вчера. Господи, там снова кто-то дерется. Злостью так дом и пропитан. Так, а ну-ка. Вот, наконец-то. А то черти что играла тут. Ой, ну вот, что-то приятное сыграла. Давай еще что-нибудь спой, спой.
Героическое приключение давай. Вот это споем? У гостей, короче, накал, чтобы драться, и все остальное их вообще не волнует. Ну все, в принципе, мы с своей задачей справились. Кто-то подошел, послушал, у них там свои какие-то дела, разборки. Им явно не до нас, и поэтому мы делаем вид, что мы идем спать. Собственно говоря, Белоснежка прям угадывает мои действия, как ни странно, хоть кто-то делает все как надо. Кошмар, тарелки, что-то, ой, ужас какой. Попрощайся со всеми, да. Но это уже будет, надеюсь, убирать дворецкий, и мы с вами сейчас просто зайдем, посмотрим, спит ли Белоснежка. Ну, потому что это мачеха, она должна проверять, все ли в порядке, есть ли что наругать, устроить скандал. Да, она спит, все хорошо, и тогда можно отправляться спать самим. Белоснежка, несмотря на то, что вы сейчас видите, не спала, ни разу не спала. Она просто притворилась, что спит. И как раз пока, когда мачеха уже леглась, мы с вами сменим одежду и отправимся в клуб. Так, сейчас прохладно, поэтому пока будем добираться, пойдем в этом. Так, да, и мы можем потихой, чтобы никого не разбудить. Идем сюда. А что касается Дворецкого, то она, Виктория, очень хорошо ладит с Белоснежкой, и ей, в принципе, все равно, куда она уходит, она готова ее прикрыть, даже там ценой, возможно, увольнения. Она прекрасно понимает, что подростковый возраст, тебе хочется тусить, тебе хочется приключений, а когда тебя держат заперти, и ты не можешь найти себе нормально друзей, но это как-то очень жестоко, поэтому ее вообще ни разу бояться не стоит. А мы с вами тем временем потихонечку идем к нашей цели. Увидимся уже в том клубе. Заранее спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Всех люблю, всех. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous.
take it now, no, you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate, see, I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making, never had a doubt of the fight I'll be facing, never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams that you're chasing. With me now, I'll leave your ass in the street now, I'll put your ass underneath ground, I'll bury you 6 feet deep now, and you better stay down. Get the hell out of my way now, it doesn't matter what you say now, I'm gonna take hold of fate